Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю незабываемо вкусный торт воздушный. Торт полностью соответствует своему названию и в то же время получается не просто воздушным, но и сочным, таким пропитанным. Торт без преувеличения, тающий во рту. И помимо всего этого торт готовится очень просто и быстро, из самых-самых простых и доступных продуктов. Итак, сначала приготовим ингредиенты для коржей. Я просто сейчас смешаю ингредиенты для шоколадного теста. Здесь у меня 100 грамм муки, 40 грамм какао-порошка и 4 грамма разрыхлителя. Я все это перемешиваю и просто отставлю в сторону, чтобы яичная масса у меня не оседала, чтобы я не тратила время потом на смешивание этих сухих ингредиентов. Сейчас 5 яиц я разделяю на желтки и белки. Яйца здесь я беру среднего размера, весом без скорлупы, каждое яйцо примерно по 50 грамм. Яйца я беру комнатной температуры. Здесь у меня 5 белков. Я туда сейчас отправляю 8 грамм ванильного сахара, щепотку соли. Взбиваю просто до такой пивной пены. И добавляю туда порциями 200 грамм сахара. Сахар лучше брать, конечно, как можно мельче. Можете сахарную пудру использовать для этого. Но потом при введении последующих ингредиентов сахар уже весь разойдется. И взбиваю примерно около 5 минут. Время взбивания будет зависеть полностью от вашего миксера. У меня миксер 300 Вт, маломощный, поэтому вот взбиваю так. И пики должны остаться подрагивающими у этой массы. Добавляю туда 40 грамм растительного масла без запаха, сок одного лимона. Через сито лучше это процеживать всегда. Лимонный сок здесь не следует убавлять, чтобы корж был наиболее влажным. Берите вот сок одного среднего лимона. Просто сейчас перемешиваю, ничего уже больше не взбиваю. И теперь я добавляю туда 100 грамм кукурузного крахмала. Не картофельного, а именно кукурузного здесь нужно брать 100 грамм крахмала. Просто перемешиваю очень быстро. Вот я здесь в реальном времени показала, как долго я все это смешивала. К 5 желткам я добавляю еще 2 целых яйца, щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Все это сейчас взбиваю до однородности. И добавляю туда также 120 грамм сахара. Корж этот неприхотливый, шоколадный, поэтому здесь можно спокойно все это смешивать. И 20 грамм кукурузного крахмала, чтобы корж был впоследствии более влажным. Когда я повзбивала эту массу сейчас около минуты, добавляю туда также 80 мл молока комнатной температуры и 40 грамм растительного масла без запаха. В идеальном случае брать рапсовое масло. Не нужно бояться, что оно горчит или что-то в выпечке, это никогда не чувствуется. Если вы обратите внимание на производственную выпечку таких ведущих концернов или на выпечку кондитеров очень высокого класса, практически всегда используется именно рапсовое масло. Добавили все сухие ингредиенты, туда просеяли. Форма здесь у меня для выпекания 24 сантиметра в диаметре. Сейчас вот так вот ложкой я выкладываю белковую массу просто по кругу. Духовка у меня уже разогрета. Буду выпекать при температуре 170 градусов Цельсия с конвекцией в этот раз. Те промежутки, которые у меня остались между белковой массой, я вот так аккуратно заливаю шоколадным тестом.
Сейчас опять на те промежутки в шахматном порядке, где у нас не было белковой массы, я выкладываю аккуратно ложкой белковое тесто. И опять промежутки заливаю шоколадной массой. Делается это все совсем несложно. Справится даже новичок здесь. Сейчас ложкой вот такими круговыми движениями я делаю вот такие импровизированные завитки. Можно посильнее смешивать это все, тогда больше будет вот белковой прослойки, оно такое будет меланжевое тесто, но тогда уже не будет ярко выраженных вот этих вот белковых вкраплений. Выпекала я примерно 50 минут с конвекцией на температуре 170 градусов Цельсия на среднем уровне. Все зависеть будет от вашей духовки. Если вы будете выпекать без конвекции, тогда следует выпекать при температуре 180 градусов Цельсия примерно 1 час. Точное время сказать очень трудно, нужно полностью смотреть на вашу духовку. Возможно, вам придется накрывать верх у этого коржа. Все будет зависеть от вашего оборудования, от вашей духовки. Вот такой прекрасный корж получается в разрезе. Он очень необычный, очень красивый и очень вкусный. Пропитываю просто холодной кипяченой водой, потому что корж сладкий, корж насыщенный. Здесь лимонный сок очень хорошо балансирует его вкус. Здесь у меня 150 грамм абрикосового джема. Я его протерла предварительно через сито, чтобы не было никаких у меня кусочков, и слегка разогрела в микроволновке. Половину от этого джема я выкладываю на первый корж, разравниваю и тут же накрываю вторым коржом. Вы второй корж можете не обрезать, я просто обрезаю, чтобы более ровно это смотрелось все в разрезе. Коржу, вот когда у нас испекся этот бисквит, я ему дала полностью остыть при комнатной температуре, и тогда уже можно нарезать. Вы можете его оставить в холодильнике, в пищевой пленке на ночь. Пропитываю также второй корж и выкладываю оставшийся абрикосовый джем на него, и также сразу его разравниваю. 200 мл охлажденных сливок для взбивания жирностью не менее 30%, 16 грамм ванильного сахара, 50 грамм сахарной пудры и 250 грамм охлажденного сыра маскарпоне. Вы можете это все заменить, допустим, сметанным кремом из отвешенной сметаны. Все на ваше усмотрение. Я делаю очень простой и быстрый вариант. Просто покрываю тортик сверху и слегка также с боков. Общего времени на приготовление такого торта уйдет не более 1 часа. Плюс время на выпечку. То есть личного времени потратится не более часа. То есть он не затратный по времени. Этот торт готовится очень просто. Можно даже готовить, когда гости на пороге уже. И здесь я смешиваю примерно 20 грамм, натираю шоколада темного и 20 грамм кокосовой стружки. Это выглядит так же, как сам тортик в разрезе. Вы можете вообще абсолютно его и шоколадной глазурью покрывать и украшать его любым кремом. Я просто вот под цвет тортика это сделала. Итак, торт у меня постоял в холодильнике примерно около 2 часов. Он прекрасно нарезается, он очень пропитанный, в то же время очень воздушный, то есть он полностью соответствует своему названию. Абрикосовый джем очень хорошо выравнивает здесь вкус. Торт изумительно вкусный, всем советую попробовать. Для всех любителей шоколадных десертов с меренговым таким оттенком очень советую приготовить. Вот так прекрасно торт надламывается вилкой, торт, тающий во рту.
без преувеличения. Очень нежный здесь бисквит и меренговый также слой. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.